Начинаем вязание нашего узора с цепочки из воздушных петель. Первую петельку не затягиваем, она будет служить нам первой рабочей петлей. И дальше набираем столько петелек, сколько нам необходимо для нашего изделия. Самое главное, чтобы наша цепочка была кратна 4 плюс 5 воздушных петель. Итак, теперь отсчитываем от крючка. 1, 2, 3, 4. Вот пятая петелька. В пятую петлю мы провязываем с вами столбик с накидом. Одна воздушная. Теперь пропускаем 1, 2, 3 и в четвертую вяжем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же в эту же петельку столбик с накидом. Повторяем: воздушная, пропускаем 1, 2, 3, в четвертую вяжем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. И по такому принципу провязываем до конца ряда. Давайте еще раз провяжем: воздушная петля, пропускаем 1, 2, 3, четвертую вяжем столбик с накидом, одна воздушная и в эту же петлю столбик с накидом. Вяжем так до конца ряда. Все, довязали до конца ряда. Начинаем следующий. Провязываем с вами 3 воздушные петли как столбик с накидом и одну воздушную промежуточную, то есть всего 4 петли. Разворачиваем вязание, делаем накид на крючок. И смотрите, вот здесь, где мы пропускали с вами 3 петли и вязали в четвертую, мы с вами должны найти вторую петельку. Вот первая свободная, вторая, третья. Вот во вторую мы провязываем столбик с накидом, одна воздушная и сюда же в эту же петлю столбик с накидом. Дальше воздушная, находим вот следующие 3 петли, во вторую провязываем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом. И опять повторяем: одна воздушная петля, находим следующие 3 вот эти вот петельки, во вторую провязываем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом. По такому принципу вяжем до конца ряда. Вот смотрите, дошли мы до конца ряда, и вот здесь вот мы уже провязали между последними 3 петлями, во вторую провязали. Дальше в конце вяжем одну воздушную, и теперь находим с вами вот здесь вот наши вот эти вот петельки, вот свободные, видите, вот эти 1, 2, 3, 4. Вот мы четвертую вот эту, либо же если с этой стороны мы смотрим, вот от этого столбика она первая, мы ее пропускаем, а во вторую мы провязываем столбик с накидом и берем новый цвет ниточки, протягиваем вот сюда и начинаем следующий ряд уже новым цветом. Итак, следующий ряд провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом, и одну воздушную промежуточную. Разворачиваем вязание, делаем накид. И теперь, вот видите, вот здесь вот в первый вот этот вот промежуток, не вот сюда, а вот ниже на ряд, мы провязываем столбик с накидом. Одна воздушная. И теперь находим опять вот следующий промежуток на ряд ниже. Вот там, где была эта галочка. Провязываем столбик с накидом, воздушная петля. И сюда же столбик с накидом. И повторяем: одна воздушная, находим вот следующий промежуток и вяжем не сюда, а на ряд ниже. Провязываем столбик с накидом, одна воздушная и сюда же столбик с накидом. И по такому принципу вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязываем воздушную. И теперь вот видите, вот это окошко и вот окошко ниже. Вот в него мы провязываем с вами столбик с накидом. Тут можно вот эту вот ниточку, чтобы она вот так ровненько легла.
Провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных, которые служат нам первым столбиком с накидом, и 1 воздушной промежуточной. Разворачиваем вязание и сразу начинаем вязать не между вот этими столбиками, а вот там, где вот этот промежуток, но на ряд ниже. Мы провязываем вот сюда между этими столбиками на ряд ниже, вяжем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Воздушная, повторяем следующий ряд, вернее следующий промежуток, опускаемся на ряд ниже, вот сюда между 2 столбиками, провязываем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом. И по такому принципу провязываем до конца ряда, то есть мы с вами вяжем не вот в эти промежутки, а вот сюда на ряд ниже, там где была галочка вот беленькая между 2 столбиками. Дошли мы с вами до конца ряда, провязываем воздушную петлю. И теперь вот здесь вот опять находим 1, 2, 3. И вот чтобы одна петелька, 4-я, вот эта воздушная, осталась свободная. Либо же, если с этой стороны мы смотрим, то она 1-я. А мы с вами вяжем во 2-ю, как вам удобно. Провязываем столбик с накидом. Дальше я беру новый цвет. Протягиваю, и теперь у нас начинается фактически повтор узора. То есть набираем с вами 3 воздушные петли как столбик с накидом и 1 воздушная промежуточная. Разворачиваем вязание. И теперь видите, вот как желтый ряд мы начинали с вами вязать, вот точно так же мы сейчас будем начинать вязать красный. Делаем накид, и вот первый промежуток, но мы вяжем не в него, а на ряд ниже. То есть точно так же, как мы вязали с вами вот здесь, там, где желтый первый столбик вязали. Опускаемся на ряд ниже и провязываем столбик с накидом. Воздушная петля и дальше вот опять на ряд ниже между 2 столбиками вяжем столбик с накидом, воздушная и сюда же столбик с накидом. Воздушная, опять следующий промежуток на ряд ниже между 2 столбиками провязываем столбик с накидом, воздушная, сюда же столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда, то есть мы с вами сейчас повторяем первый желтый ряд. Завершаем ряд точно так же, как завершали первый желтый ряд. То есть провязываем воздушную и теперь делаем накид и опускаемся вот сюда вот. Не вот в этот промежуток, а на ряд ниже. Провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. И дальше повторяем второй желтый ряд. Набираем 3 воздушные, как первый столбик с накидом, и 1 воздушную, как промежуточную. Разворачиваем вязание и вяжем не вот сюда вот между 2 красными столбиками, а вот этот промежуток первый и вот сюда между 2 желтыми столбиками. Провязываем столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом, воздушная и опять на ряд ниже между 2 желтыми столбиками провязываем столбик с накидом, воздушная и столбик с накидом. Мы сейчас с вами повторяем желтый ряд, провязываем так до конца ряда. Все, дошли до конца ряда, и теперь этот ряд мы завершаем точно так же, как второй желтый, то есть провязываем воздушную, и здесь вот с вами 1 петлю пропускаем, и во 2 провязываем столбик с накидом. Все, и по такому принципу, вот как мы с вами вязали 2 желтых и 2 красных этих ряда, мы вяжем так столько, сколько нам нужно для нашего изделия. И вот такой вот замечательный двухсторонний узорчик получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.